Хотел обратить ваше внимание на 3 ключевых проблемы крипторынка в целом. И первая проблема – это проблема регуляции. В целом эта проблема наверняка на сегодняшний день не имеет какого-то решения, то есть это больше такой какой-то риторический вопрос. То есть если мы сейчас посмотрим в аспекте регуляции на криптоиндустрию в целом, то мы можем выделить, например, Америку как одну из самых лучших юрисдикций для работы с криптовалютами. Почему? Потому что в Америке, например, если вы получаете Money Service Business License, то это license фактически позволяет вам работать там примерно в 28 штатах. Если вы работаете без фиата, чисто крипто, вы можете предлагать свои крипто услуги, но обязательное требование это KYC, обязательное требование это помимо лицензии вам нужно быть членом, вам нужно задекларировать свою работу в Финцене. Финцен это комиссия по финансовым преступлениям, да, Америки. Соответственно, Штаты на сегодняшний день, наверное, одна из самых продвинутых юрисдикций с точки зрения регуляции криптоиндустрии в целом. Далее, если вы хотите работать с фиатом, то в этом случае криптовалюты приравниваются к электронным деньгам, и в этом случае необходимо получать Money Transmitter License, то есть фактически лицензию, которая позволяет вам совершать переводы внутри своей платежной системы, то есть фактически работать как такой электронный кошелек. Дальше можно выделить юрисдикции, например, Европа. Европа тоже такие страны, как Мальта, Эстония, Германия. Эти страны довольно хорошо ушли вперед и выпустили свои законы, которые достаточно хорошо описывают и регламентируют работу криптокомпаний, криптоброкеров, криптообменников. Но в Европе есть одна большая проблема с учетом того, что даже наличие вот таких регуляций в этих странах не гарантирует вам возможность работы с банками. И в этом, наверное, основная проблема вот в разрезе регуляции на европейском рынке. То, что сами законы есть, но Центральный банк Европы не выпустил директивы для своих банков и не разрешил банкам обслуживать вот эти криптокомпании. Соответственно, банки работают на свой страх и риск, и поэтому достаточно сложно открыть, даже имея мальтийскую, эстонскую или немецкую лицензию, достаточно сложно начать работу с банками. Какие еще можно выделить юрисдикции? Например, Джерси. Binance недавно запустил там свою компанию, но в Джерси нет как таковых каких-то законов, то есть это территория, независимая территория Великобритании, и, соответственно, нету каких-то реальных нормативно-правовых документов, по которым вы можете оперировать. Вы можете просто совершать транзакции между криптоактивами и фиатом. В принципе, вас это не ограничивает никто делать и в том же Лондоне, потому что в Лондоне тоже нет какой-то специфичной регуляции. Поэтому это такие юрисдикции, где вы, в принципе, можете работать, но нет каких-то специальных лицензий. Если завтра выпустят какие-то разрешения, регуляции, то фактически это может повлиять на ваш бизнес, либо вам нужно будет в срочном порядке вступить или там стать членом вот этой ассоциации или подать заявку на получение лицензии. Дальше такие юрисдикции, как Сингапур, Гонконг, требуют необходимости получения вот этой Electronic Money Institutional License, которая позволит вам работать с криптовалютами, потому что в этих странах криптовалюты приравниваются больше как к деньгам. И, наверное, одна только Япония имеет очень понятную, но очень строгую и очень сложную регуляцию криптовалют. Криптовалюты выведены в отдельные
блок, то есть это не валюта, это не электронные деньги, это конкретно криптовалюта. Соответственно, для криптовалюты разработали отдельные нормативно-правовые акты. Но в Японии с момента выхода закона в апреле 2017 года, с момента принятия регуляции, после 2 больших взломов в Японии уже 3 раза поменяли правила. И на сегодняшний день получить новую лицензию, например, на запуск криптобиржи, возможно только большим финансовым институтам, которые готовы инвестировать на протяжении года, наверное, как минимум по 500-700 тысяч долларов в месяц для поддержания инфраструктуры и для найма квалифицированного стафа для своей компании. Соответственно, все вот эти юрисдикции, они пытаются двигаться вперед, они пытаются создавать продвинутые законы, которые позволят привлечь компании в их страны и наполнить бюджет новыми поступлениями от налогов, от новых компаний, от вот этих новых видов деятельности. И в целом, ну, например, криптовалютная биржа B2BX получила лицензию в Эстонии, получили лицензию не только на криптовалютный обмен, но и на кошельки. И это, наверное, вот такая первая лицензия для B2BX. Дальше, соответственно, будет экспансия на Америку, будет экспансия на японскую лицензию. Неплохие законы в Австралии. И в Австралии тоже достаточно понятные законы, как можно получить лицензию. Все это пока выведено не то чтобы в песочницу, но в такой какой-то отдельный блок, который позволяет как бы компаниям, которые хотят оперировать на крипторынке, получать эту лицензию. Соответственно, основная проблема вообще в целом регуляции в том, что существует вот такой вот дисбаланс, когда, в принципе, с одной стороны государство выпускает новые законы, новые нормативные акты, но при этом финансовые традиционные институты, такие как банки, не готовы быстро перестроиться, адаптироваться под эти законы, потому что их центральные банки не выпускают эти директивы. И вот как раз-таки 2019 год, почему в Америке все очень ждут запуска первой регулируемой криптобиржи с участием таких монстров, как NASDAQ, NYSE и так далее. Потому что фактически вот это и станет переломным моментом, когда традиционные финансовые институты придут на крипторынок. И вот этот отрезок времени, 2019 год, я думаю, можно как раз-таки считать переломным в рамках решения вот этой проблемы, вот этого недостатка информации, недостатка регуляции на крипторынке в целом.